Всем привет! Я очень рада вас встретить. Я буду сегодня отвечать напрямую на вопросы, поэтому просьба писать в чат. И под конец у нас будет такой ответ-вопрос, окей? А сейчас я попробую максимально быстренько как бы пройтись по слайдам, чтобы понять. Давайте так, я хочу понять вообще, насколько кому что актуально. Для меня это важно, чтобы мы сэкономили время, чтобы не проходили полностью по всей презентации. Во-первых, давайте так. Кто знает вообще, то есть тут все из арт-сферы или тут есть кто-то еще? Пишите мне вот в чатик, пишите. Сейчас я открою чат себе. Пишите просто арт, например. Или пишите сферу деятельности, если есть кто-то еще. Ну, поживее, давайте. Я хочу, чтобы вы были активными сегодня, а я не хочу сама разговаривать. Мне важно ответить на конкретные вопросы, на конкретные вещи. Так, у кого-то что-то не подключается. Я хотела, кстати, сегодня я пригласила пару людей, у которых есть опыт в международных выставках, и что-то вот они не могут подключиться. Я хотела, чтобы они вам лично рассказали о своем опыте, потому что я думаю, что это важно тоже для вас. И сейчас. Кто там еще? Какая сфера еще деятельности? Окей. Ну, пока что арт. Хорошо, начинаем с арт. Вы знаете, как себя продавать? Давайте, если знаете, напишите мне единичку. Если не знаете, или если есть какой-то конкретный, например, другой вопрос, да, то есть вы знаете, но не совсем уверены, или там какие-то другие проблемы, тогда двоечку напишите мне. Есть такие, которые вообще не знают, откуда, с чего начать, куда пойти, что делать. Сложно найти клиентов. Хорошо, то есть ты пробовала, ты что-то знаешь, но есть сложности, я поняла. Кто-то еще? Окей. Я жду, пишите, будьте поактивнее. Мне кажется, что только Алона пишет в чате. Вот, наконец, еще подключается. Видимо, сложности сегодня. Ну, потом, если кто, посмотрит потом на ютубе. Хорошо, это тоже мы расскажем. Почему важны международные выставки, да. Давайте, хорошо, я начну и потихоньку буду отвечать на вопросы, чтобы нам не терять время. Но я хочу, чтобы вы были тоже активными. Я хочу, чтобы вы задавали конкретные вопросы, мне так будет легче отвечать. О чем мы будем сегодня? Мы будем разговаривать, как бы я и раньше рассказывала, для чего нужен бренд, как его раскрутить, когда это личный бренд, да, то есть я занимаюсь маркетингом, я раскручиваю как личный, так и какие-то бренды компаний и сайты тоже. Соответственно, те, у кого уже какой-то уровень есть, как его масштабировать, как его увеличить, как увеличить свои продажи, как их сделать больше на постоянной основе. И, соответственно, тоже я немножко затрону тему, как это все автоматизировать, чтобы у вас не уходило слишком много времени на все это. Потому что мне это понятно, что не каждый может уделять там по несколько часов в день на SMM, не каждый может уделять несколько часов на разговоры с клиентами. И самое главное, то, что мы затронем сегодня, это как себя мотивировать. Это самое-самое главное. Давайте с этого начнем. Потому что человеку, когда у него нет мотивации, он ничего не делает, он ничего не предпринимает. А когда ты вообще ничего не делаешь, соответственно, ты не можешь ждать результатов. Правильно?
Я права? Окей. Я написала вам просто немножко, что для меня важно, чтобы вы были активными, для меня важно, чтобы вы задавали вопросы, чтобы я максимально могла ответить. Мне не нужен этот вебинар, вам он нужен, да? Мне нужно, чтобы вы ушли отсюда с чем-то новым, с чем-то для себя полезным. Поэтому у меня просьба записывать. Я все равно скину вот эту презентацию, потом ссылочку и в группу в WhatsApp, и поставлю тоже на всех каналах, чтобы каждый мог посмотреть. Но опять же, то, что показывает презентация, это не все, о чем мы будем говорить. Поэтому желательно, чтобы вы просто для себя отмечали самые-самые такие точечки, которые вам важны. И опять же, задавайте вопросы. То есть я потом буду отвечать, и не потом, и даже во время всего вебинара я буду отвечать на конкретные вопросы. Поэтому мне важно, чтобы вы были активными. Такой вопрос. Кто меня не знает? Кто меня не знает, напишите мне 0. Если кто меня вообще не знает. Сейчас еще люди подключаются. Если никто обо мне никогда не слышал, и и кто-то не из моей группы, окей, тогда я расскажу о себе, иначе нет смысла терять время. Меня зовут Добрина Янчева. Я сделала алию 8 лет назад из Болгарии. Я разговариваю, я думаю, нормально по-русски, но опять же, то есть я не совсем русская. У меня очень много практики, практического опыта, кстати, в больших компаниях, в больших брендах, более 20 лет, наверное, уже 25, я не знаю, как маркетолог. Я раскручивала очень много разных брендов, вот как бы начиная с недвижимости, туризма. Я делала выставки для компаний государственной, например, какие, например, ну, если знаете, курортный комплекс Албена, это самый большой туристический комплекс в Болгарии. Я была маркетинг-менеджером его. Если вы знаете государственное агентство по туризму, я делала все их выставки на протяжении, наверное, я не знаю, сколько лет, 6, наверное. Окей. Как бы очень много у меня разностороннего опыта. В Израиле вот последнее я делала, я 5 лет работала в компании, тоже международной. Я с нуля буквально вот за 5 лет я им построила целый бренд, который раскрутился до вот как бы с одной выставки в биомедицине, Biomed, раскрутился до, я не знаю, под конец было где-то 10 выставок, и они купили еще газету, чтобы не платить за пиарщика. Поэтому как бы у меня очень много действительно практического опыта, как бы с разными бюджетами, в разных сферах. Я даже не могу сейчас все перечислить, и нет смысла. Самое главное, то, что вы должны обо мне знать, это то, что я как бы стараюсь максимально просто объяснить простым языком сложные вещи. Во-вторых, я считаю, что нету ничего сложного в маркетинге. Это та же самая, ну давайте скажем так, для некоторых как математика, для других как, знаете, как написать рассказ. То есть, а для третьих как готовка, да? То есть тут есть последовательность. Последовательность, тут есть рецепт, потом идет последовательность, по которой нужно действовать, да? И после этого получается результат. То есть тут ничего особенного нет, если человек знает именно, то есть если правильно построить стратегию и план действия, можно добиться, и, соответственно, надо потом это все исполнять, да, не просто построить план. Тогда все будет очень, скажем так, успешно и потихоньку будет идти в гору. Вы видели такие, знаете, слайдики, вот, когда вверх очень активно идет все. Поэтому мы для этого и собрались. То есть я сейчас, конечно, не могу всем построить план. Анита, я опять попрошу, напишите мне вот в чатик, я буду отвечать по вопросам, вот по мере слайдов, а под конец будет у нас вообще открыто, то есть полностью будем разговаривать только по вашим запросам. Я буду отвечать максимально, потому что мне важно, чтобы был результат для каждого. И опять же, то есть я знаю, что у многих есть вопросы по выставкам, по другим вещам. То есть я для этого и пригласила и тебя, и других людей, чтобы рассказали об этом. Так, теперь
Я начну с Веры. Кто-то хочет добавить что-то. Я начну с Веры. Вот вы не представляете, насколько это важно, потому что то, что я заметила, что многие люди, когда они не знают, с чего начать, они просто сдаются. Они просто сдаются, они просто говорят и себе, и другим людям, что вот нет смысла, чтобы что-то там сделать, нужно очень много денег вкладывать, нужно очень много вкалывать, нужно там что-то еще, я не знаю, нужен какой-то специальный, что ли, план, а у меня вообще нет знаний, да кто мне вообще поможет? Какие у вас проблемы? Давайте так, какие у вас вопросы для того, чтобы была мотивация вот на работу? Пишите мне. Вот я читаю, очень сложно найти клиентов, да. Как бы знаем, пробуем, знаем в теории, но на деле немножко сложно, да. Я абсолютно согласна. То есть вот то, что я заметила, как бы, и то, что я писала на своих соцсетях тоже, вот я заметила очень много всяких курсов. Мотивационных, маркетинговых, там по продажам, по что-то еще. Я даже не знаю все курсы, да, как бы я периодически слежу, и я смотрю, и мне интересно, что происходит. Но в целом я не совсем как бы понимаю, не то что понимаю, то есть я понимаю, для чего люди делают эти курсы, да. Я не совсем понимаю, вот как люди на такое ведутся, потому что даже если мы попробуем как бы поставить какие-то общие рамки в маркетинге, да, и сделать какую-то последовательность, да, сложно поверить, что продукт будет востребован, да. Даже если мы знаем приблизительно, как и что делать, все равно как-то не совсем все понятно с нуля до конца, вот как в готовке, да, вот взял рецепт, вот что мне конкретно делать, да. То есть на курсах то, что я заметила, что люди очень часто как бы получают мотивацию, получают какую-то малюсенькую дозу вот маркетинга в целом, но все равно нету вот этого полного плана вот от нуля до конца, что им делать и куда им идти и зачем, самое главное, да, то есть что им это вообще даст, зачем им эти усилия, как бы. Поэтому для этого мы сейчас это и делаем. Опять же, я считаю, что мы вряд ли больше часа как бы на это потратим, но я надеюсь, что хоть какое-то малейшее понимание будет. И опять мой совет к вам. Не берите любые курсы попавшие, да, то есть старайтесь найти вот, или хотя бы с кем-то проконсультироваться. Я лично сама, знаете, сколько курсов закончила, которые, ну, как бы в целом они дают какое-то понимание. Вот я недавно заканчивала по инвестициям. В целом дает понимание этот курс, но очень многое они как бы, может, где-то специально скрывают, чтобы вы обратились на консультацию, где-то, может быть, даже нету понимания, что людям этого не хватает. Некоторые считают, что там уже слишком как бы сложно, нету смысла это рассказывать на курсе, а на практике получается, что вы получили какую-то малюсенькую дозу вот информации, а вот нету вот этого плана, по которому идти. Окей, я больше не буду об этом. Я хочу вас спросить, верите ли вы в свой продукт? Верите ли в то, что вы востребованы, что вы можете что-то действительно подарить миру? Я сейчас обращаюсь не только к художникам и к дизайнерам, и к ювелирам, да, то есть ко всем людям. Считаете ли вы, что ваш продукт, давайте так, полезен? Вот представьте себе, что вы получаете на постоянной основе какую-то сумму денег, на которую вы спокойно можете жить. То есть вам не придется искать вторую работу, да? Вы можете спокойно жить от искусства или от своего любимого дела. То есть как вы себя почувствуете? Будете ли вы этим удовлетворены? Соответственно, насколько это вам даст веру в себя? Давайте, если тот, кто верит в себя, единичку. Тот, кто не верит, 0 может поставить. Или минус. А почему сложно поверить, что продукт будет востребован, Алена? Потому что конкуренции считаете, что много? Или почему? Анита, я не могу помочь сейчас. Звук, то есть ты меня не слышишь, ты только видишь. Тогда просто надо перезагрузить или внизу поставить вот
Сейчас, секунду, я хочу только показать в самом зуме. Вот, в самом зуме, вот внизу должно быть, вот здесь, а не так. Окей, я не могу больше как бы отделять внимание вот именно проблемам техническим. Потом я предлагаю посмотреть в записи, потому что у нас сейчас и так как бы много всего. Окей? Так, давайте, я жду в чате. Я жду в чате ваши запросы, единички, нули. Да? Клиентов не так просто из-за специфики работ. А вот это я могу сказать, что это лично ваше мнение. Вы спрашивали людей, почему или как можно найти клиентов. Может, просто они вас не могут найти? Вы об этом задумывались? Может, просто они не знают, что вы там где-то есть. Вот в чем вся фишка, да, то есть клиентов очень легко найти, когда клиенты о тебе знают. А когда ты считаешь, что ты уже сказал всем своим знакомым, и никто к тебе не пришел, ну окей, найдите новых знакомых. Хорошо. Давайте так, я продолжаю дальше и немножко потом больше на вопросах. Я хочу вам показать вот этот, по-английски называется roadmap. То есть это вот дорожка, по которой надо идти. Да, как бы я сейчас больше уделю внимание именно для арт, но в целом как бы очень много похожее есть для других бизнесов. Опять же, я не хочу все под одним знаменателем ставить, потому что вы должны понимать, что каждый бизнес сам под себя как бы разный. Аудитории разные. За счет аудитории, соответственно, у нас есть разные каналы рекламы, у нас есть разные варианты, как предлагать, как продавать свой продукт, как привлекать людей, да, то есть поэтому я не считаю, что, например, можно это все собрать в один курс или даже в один Zoom и сразу объяснить все, поставить галочку на этом, да, но можно как-то объединить по определенным сферам деятельности или хотя бы по каким-то вот шажкам, да. Давайте так, я хочу, чтобы вы сейчас взяли ручечку, каждый для себя, и ответили вот на эти вопросы, которые у меня здесь стоят на презентации. Для меня это важно, чтобы для вас это был действительно практический интенсив, не просто как бы, ну, очередной там посмотрели, забыли. Я думаю, что если вы ответите сейчас себе на вот эти вопросы, это очень в многом вам поможет понять, почему ваш продукт будет востребован, во-первых, почему клиенты будут вас находить, очень легко, кстати, и почему и как вы будете продавать. Да? То есть кому бы ты помогал, если ты создаешь этот продукт? То есть каким людям вы считаете, что вы можете помочь? Или кто вообще считаете, что может заинтересоваться, давайте так, вашим продуктом? То есть если вы понимаете, я сейчас немножко вас веду в сторону аудитории, я вас веду к тому, вот подумайте, задумайтесь, какая ваша потенциальная аудитория. Но я не хочу разговаривать маркетинговыми терминами, поэтому я вам задаю вот такие вопросы. И я прошу вас ответить на них себе, вот записать себе внизу. Потом каждый может в личку также мне, если, соответственно, что-то непонятно и есть еще вопросы, может мне тоже написать. Я отвечу, как только у меня будет возможность. И, соответственно, попробуем то же самое сделать и в конце зума. Я надеюсь, что на это будет время. Какие трансформации ты подарил своим клиентам? Всем понятно, что такое трансформации? Если кому-то непонятно, пишите 0. Трансформация – это когда человека, знаете, у человека какая-то нужда, какая-то боль. То есть человек пришел с чем-то конкретным, например, я просто говорю, вот у человека заболел зуб. Я сейчас придумываю пример немножко так из обычной жизни. Заболел зуб, ему срочно нужен врач, правильно? Ему срочно нужен не просто врач, а именно определенный врач.
И в зависимости уже от ситуации человека, например, то ли это в шаббат, то ли это в обычный день, соответственно, ему нужен или тот, кто работает нон-стоп, там 24/7, да, или он может пойти просто в обычную клинику, да. Опять же, в зависимости от денег, с которыми он располагает, в зависимости от того, вот, например, есть люди, которые, я знаю, что не любят ходить к мужским врачам, потому что считают, что они очень так грубо, да. То есть подумайте сами вот о потенциальных своих клиентах. Подумайте о том, что люди будут чувствовать, что, пользуясь вашим продуктом. Подумайте о том, как вы будете чувствовать себя, когда у вас будут постоянные продажи на постоянной основе. Да? То есть вам не придется искать дополнительную работу, вам не придется постоянно искать своих клиентов, они к вам сами будут приходить. Я надеюсь, что вы сейчас все запишете эти вопросики для себя. И потом, если что, вы ко мне можете также обратиться, или в конце зума мы можем обсудить вот то, что написано. А теперь я хочу вам построить вот эту дорожку, про которую я говорила в самом начале. Как, наверное, не все знают, у нас проект, который связан с арт-людьми. И этот проект именно помогает вам не просто раскручиваться, а именно помогает вот эту, скажем так, вот этот план построить, да, с нуля, как себя раскручивать. На самом деле, если честно, я не могу сказать, что я прям такой знаток в арт. Вот честно признаюсь, то есть у меня очень много опыта в маркетинге, у меня очень много опыта именно в управлении проектов. Я чуть не сказала менеджмент. У меня также очень много опыта с программированием, то есть я могу построить почти все с нуля вот в компьютере, в дигитальном мире. Но в арт, конечно, у меня не так много опыта. Вот я недавно, наверное, 3 года, наверное, 2 года, сколько я уже с этим проектом занимаюсь. На самом деле, я такой человек, что я, когда начинаю чем-то новым заниматься, я всегда проверяю все возможное. Знаете, сколько я роликов пересмотрела художников? И то, что я заметила, это одно и то же. То есть то же самое, что я предлагаю, то же самое, как бы в основном, что у всех получается, как бы очень многого есть общее с другими бизнесами. Для того, чтобы начать откуда-то, не обязательно иметь свой сайт. Не обязательно тратить огромные деньги на рекламу. Не обязательно, что еще? Не обязательно там даже кидаться повсюду, рекламироваться, всюду участвовать и так далее. Это очень много времени, это трудозатратно и деньги тоже, да? Но что важно? Важно то, что вы должны потихонечку строить все для того, чтобы ваши продажи шли в гору. Для начала, например, вы можете начать с каких-то больших арт-галерей, да, где вы просто зарегистрируетесь, поставите информацию о себе, о своих работах, да, и то же самое на больших маркетплейсах. Сейчас очень много таких, некоторые из них довольно специализированные. И вы не должны как бы сразу бояться или ожидать, что у вас прям сразу вот это выгорит, и вы начнете продавать как сумасшедшие. То есть это вас не должно пугать, и это вас не должно останавливать, самое главное. Я объясню почему. Потому что это только начало. Вы должны понимать, что пока люди о вас не слышат, не видят, да, то есть очень тяжело сделать первую продажу. Но если вы до этого дойдете в какой-то момент, а вы дойдете по-любому, да, то после этого все будет намного проще, намного легче, и это уже будет строить вашу дорожку. Это одно. Поэтому я тут поставила как варианты вот такие, то есть я их разделила на арт-галереи и на большие маркетплейсы. Да? Это то, что может вам помочь в дигитальном мире не только раскручиваться как бренд, как имя, но также вам поможет потихоньку увеличивать свои продажи. И не обязательно кидаться, ставить там по 20 продуктов. Да? То есть вы потихонечку можете работать, ставить по одному, по два и так далее. Что еще? Вы должны появляться на людях, вы должны показываться, вы должны показывать себя как бренд. Да? Для этого есть два способа, и то хороших способа.
Соцсети это бесплатный способ, да, не обязательно сразу платить платную рекламу делать, но вы должны потихоньку создавать свое сообщество. Вы должны раскручивать потихонечку свои соцсети. И опять я скажу, тут неоднозначно для всех сфер деятельности. То есть тут я не могу, например, вот большинство компаний, в которых я работала, у меня Facebook даже не присутствовал. Я вам честно говорю, потому что аудитория была совсем другая. Аудитория были компании большие, профессоры, которые приходят там на какие-то выставки и конференции. То есть у меня совсем другая аудитория. Мне Facebook не нужен, у меня моя аудитория не там. То же самое и про арт. То есть про арт, то, что на данный момент хорошо работает, я вам здесь написала. Facebook, Instagram, TikTok более-менее. Сейчас еще его тестируем, скажем так, да, потому что это новая платформа, и там очень много как бы молодежи. И, соответственно, Patreon. Patreon это такая же соцплатформа, где ты ставишь на регулярной основе свои вещи. И там тоже довольно хорошо могут продаваться какие-то твои услуги, востребованные периодически. Окей, понятно? Что еще? Выставки и маркеты. Мы о них будем более подробно разговаривать. Опять я хочу сказать всем, не обязательно сразу кидаться на все выставки, на все маркеты, давать кучу денег. То есть, но потихоньку это нужно показывать себя, это нужно отточить, для того, чтобы отточить ваш навык продаж. Вы должны это понимать, потому что вам по-любому придется в какой-то момент личный контакт осуществить с клиентом. Я права? Я думаю, что я права. Если у вас все будет хорошо, и вы сможете онлайн по-любому продаваться, окей, но вам по-любому в какой-то момент придет клиент, который захочет, например, что-то под себя сделать, я не знаю, для дизайнеров, для художников, портрет может быть, понимаете? По-любому вам нужно отточить эти навыки, и чем раньше, тем лучше. Поэтому я советую начать именно вот с каких-то выставок, может быть, не самых больших, но по-любому заранее подготовиться к ним. То есть вы должны подготовиться именно, как вы будете предлагать свой продукт. Вы же понимаете, что вы не можете, там, я не знаю, сколько вы денег дадите за маркет или за выставку, но вы не можете прийти туда и стоять целый день, вот как истукан, да, и ожидать, что люди сами будут подходить. Вы понимаете или не понимаете? Кто понимает это? Пишите мне единицу. Понимаете? То есть вы должны понимать, что и как говорить человеку, как ему предлагать свой продукт. А на это вот те вопросики, которые я вам писала в начале. То есть вы должны заранее подготовить историю о себе. История по-английски, вот то, что я всем объясняю, это storytelling. Да? Вы должны подготовить о себе такую историю, которая вас будет продавать. Знаете, я недавно читала одну статью про одного художника, который вот, у него была очень, приблизительно такая же ситуация. То есть он не знал, откуда начать, как продаваться, он хаотично ходил по выставкам, да. В какой-то момент у него, я, наверное, уже повторяла эту историю, но я все-таки еще раз скажу, как бы есть очень много подобных историй. В какой-то момент он заметил, что его картины в основном как архитектура, домики такими с красными крышечками, вот как по Западной Европе такие домики обычно строят. Он заметил, что в основном его картины покупают кто? Взрослые люди из Западной Европы. У них ностальгия по дому. Понимаете? Вот вы должны для себя определить, кто ваш покупатель, вот кто бы купил. Если это анимация, если это, например, какая-то иллюстрация, да, то это спокойно может быть приобретено какими-то молодыми людьми. Или может быть напечатано на каком-то, я не знаю, вот я вам тут написала, то есть есть такие сайты, как Printify, например, которые все делают сами. Вы просто печатаете, например, на футболках свое изображение, они отправляют это клиенту. Вам не нужно ничего делать, тут все включено, тут дропшиппинг включено. Знаете, что такое дропшиппинг? Напишите 0, кто не знает.
Это отправление на автомате, то есть вы подаете через какую-то платформу, они сами занимаются логистикой вместо вас. Теперь вы также можете зарабатывать от грантов, от фондов, от спонсорств. Я периодически ставлю информацию в нашей группе о таких вещах. Я попрошу звук выключите, пожалуйста, у кого-то там что-то очень шумно. Но вы должны понимать, что даже для таких грантов и вещей вам нужен не просто план, вам нужно хорошо о себе написать. Это самое главное, да, то есть вы должны написать, во-первых, для чего вам эти деньги, как вы будете развиваться как или как художник, да, за счет этих денег. Там нужно составить полностью план, чтобы вам все-таки эти деньги дали. Тут, кстати, очень много в Израиле таких вещей есть. Периодически я кидаю информацию, и как бы вы можете участвовать. Тоже вот для тех, у кого свои курсы, какие-то преподавания и так далее, вы должны понимать, что это все вот после того, как вы проделаете работу с соцсетями и вокруг себя создадите аудиторию, вы можете это все максимально автоматизировать. То есть вы можете напрямую сделать так, чтобы люди на постоянном, на автомате приходили к вам и знали о вас, и приводили новых людей. Мы потом об этом чуть-чуть поговорим. Это называется funnel по-английски, по-русски называется воронка, автоворонка. Да? То есть дорожка какая у нас? Начинаем с общих соцсетях, начинаем с общих галерей, маркетплейсов, показываем себя, потихонечку поднимаем свои работы. Некоторые из них, вот я вам написала, например, Etsy, eBay, они берут только за плату за то, чтобы вы первый раз, когда вы ставите какой-то предмет. Story.mv, например, я думаю, что он полностью бесплатный, если я правильно помню. То же самое с арт-галереями. На некоторых вы можете сами зарегистрироваться как художник, на некоторых, конечно, нужна другая галерея, вот как у нас, или проект, который вас будет предлагать, да? Или под шапкой кого вы будете там себя регистрировать. Выставки, маркеты, опять же, туда ходим осознанно, подготовленными. Рассказать о себе, поговорить с людьми, дать им визитку, дать какой-то маленький презент, да, чтобы напомнить о себе. И самое главное, не забываем взять контакт. Потому что толку, если вы сами будете ждать людей? То есть, если вы заговорились и хорошо пошел разговор с человеком, но вы еще не убедили человека купить, попросите телефон. Я не вижу, в чем проблема. То есть, тут стыдного ничего нет. Вы можете просто сказать таким образом: у меня периодически бывают скидки, у меня бывают другие маркеты. Если вам интересно, я могу вам дать информацию, когда это будет. Да, оставьте мне ваш телефон, будем на связи. Таким образом, вы должны понимать, самая основная идея – это собирать контакты. Без разницы, как вы ее будете делать. То ли вы будете делать через контактную форму, то ли вы будете делать напрямую живыми разговорами. Но самое главное для вас – это собрать свое сообщество. А для этого вы должны собрать телефон и имейл человека, чтобы постоянно напоминать о себе. И когда уже вот этот roadmap, да, вот эту дорожку построили уже потихонечку к себе, то есть когда вы уже немножечко хотя бы привлекли людей, вы уже должны начать масштабироваться. Вы уже должны начать делать свой сайт, свой магазин, если хотите продаваться сами. Но вы должны вот от всех вот этих источников, да, привлекать людей к своим соцсетям. Потому что завтра, если, я не знаю, Facebook перестанет существовать, да, я сейчас грубо говорю, опять же, но завтра, например, закроют тот же eBay. Вы же понимаете, что вы не хотите потерять все, что у вас есть. Это одно. А во-вторых, если вы уже как-то используете Facebook, вы же не хотите до конца своих дней платить рекламу на Facebook. Потому что вы что, будете все время привлекать новых людей только с бесплатной рекламой? Понимаете, о чем я? Это, конечно, делаем через автоворонку, я потом вам об этом покажу и расскажу. А сейчас такой вопрос. Кому из вот этих ступеней, которые я написала, что интереснее всего? Чтобы я не шла по всем слайдам и по всем вещам.
И я тоже попрошу, вот сейчас давайте переключимся. Я вам дам буквально 2 минуты на размышление, пока вы переподключаетесь, окей? И вы мне напишите в новом чатике, какие из этих вещей вас больше всего интересуют. По той же ссылочке просто заходите, пожалуйста, хорошо? И подумайте, напишите мне в чате, вас выставки интересуют, регистрации, или в чем действительно проблема, окей? Что конкретно, какой вопрос? Договорились? Давайте, жду переподключения. У вас 2 минуты. Привет, привет обратно. Подумали? Успели подумать? Пишите в чатик. Пишите, что вас больше всего интересует. Выставки, регистрации на сайтах или в чем у вас проблема на конкретный момент, да? Вот что вы еще, с чего, скажем так, еще не начали или не знаете, как начать, да? Если кто-то уже начал и не знает, как масштабироваться, соответственно, пишите мне сайт, например, не знаю, как сайт построить свой, соцсети. Пишите мне, у кого вот в чем конкретная проблема, чтобы я не пробегала по всем слайдам, а я конкретно вам как бы уделяла внимание. Реклама, окей, масштабировать. То есть, я так понимаю, Юля, уже там есть созданные соцсети, есть уже регистрации на сайтах, теперь нужно масштабировать. Я правильно понимаю? Построено вот уже то, что я сказала, с чего начать? Да, окей, хорошо, я поняла. То есть я на этом больше остановлюсь. Это в конце там про воронку мы будем говорить. Как это можно автоматизировать и как это можно масштабировать. Кто-то еще? Пишите, пишите, будьте поактивнее, пожалуйста. Я не хочу как бы просто голословно разговаривать, и мне это не нужно. Я это знаю, как делать. Я хочу вам рассказать. Я хочу вам помочь, вы же сами понимаете. Так, а почему не видно тут участников? Все. Так, хочу вопросики. Кто еще напишет вопросик? Ну, у нас молчанка сегодня, да? Вот, автор воронку, окей, хорошо. Никого не интересуют выставки? Магазин создать. Хорошо, круто. Да. Я расскажу, и про магазины расскажу. Хорошо. Про ТНТ, про NFT вы имеете в виду? Окей, супер. Я расскажу тогда. Окей, начинаем дальше тогда. Теперь про проект. Кто участвует уже в проекте? Напишите мне единицу, чтобы я знала, сколько новых людей тут. Сколько новых людей у нас? Кто еще не участвует, 0 напишите, просто чтобы я знала, чтобы рассказать про проект. Хорошо, давайте я пару слов. Вот те, кто участвует в проекте, знают, что мы постоянно делаем что-то. Да? У нас много разных вещей, у нас такой общий проект, и мы пытаемся в одно собрать как бы и вот платформу электронную, на которой можно продаваться, но в то же время мы также очень часто, не часто, а мы на постоянной основе работаем с разными кураторами, организаторами маркетов. Мы стараемся делать и свои какие-то события. И кроме всего этого, мы как бы пытаем обучать людей, которые у нас в проекте, и пытаемся помогать им раскручиваться. И из-за этого вот то, что вот я вам написала дорожку для арт-людей, мы практически все как бы делаем для них. Вот то, что вот сейчас я вам показывала, то есть с одной стороны у нас есть свое сообщество, у нас есть уже раскрученные соцсети YouTube, да, и мы помогаем вам раскрутиться бесплатно. То есть если вы участвуете в проекте и зарегистрируетесь на нашем сайте, это бесплатно.
Сразу после этого вы также можете участвовать, мы вас рекламируем, ставим ваши работы на наших Facebook, Instagram. Если, конечно, опять же, есть видео хорошее, мы вас ставим также и на YouTube. Окей? То есть это бесплатная часть, которую абсолютно каждый человек, который подключается в проект, может получить. И если вы вот на том этапе, что вы раскручиваете ваши соцсети, это может быть в разы быстрее, потому что за счет того, что за счет нашего сообщества и людей, которые друг на друга подписываются, поддерживают, лайкают, вы понимаете, о чем я. То есть вот на этой основе, если вы будете в контакте с людьми в нашей группе, если вы будете довольно активными на наших соцсетях, и вас люди, как бы другие люди из группы будут замечать, ваши соцсети также будут расти на постоянной основе, ваше сообщество в том числе. Вы должны это понимать. Но, опять же, тут без какой-то своей работы это не пройдет. Да? И для этого давайте буду по слайдам. Для этого вы все равно должны делать какую-то работу. А это означает, что вы все равно должны знать свою целевую аудиторию. Вы должны знать, как написать правильно пост для того, чтобы вам написал клиент, да? Как себя хорошо рекламировать. Вы должны понимать свой продукт. Понимаете? Вы должны понимать, что вы делаете, для кого вы делаете, самое главное. И как, и на какой, то есть кому и где рекламировать это. Даже если вы не будете это делать через платную рекламу, вы должны это все понимать. По крайней мере, как бы в общих рамках. Я не говорю, что каждый из вас должен стать маркетологом. Да? Это понятно? И, конечно, под конец, то, что я сказала, вы должны себя на постоянной основе тренировать, как вы будете продавать, переписываться с клиентом. Потому что, поверьте мне, если вас кто-то там, например, напишет вам, я не знаю, в Инстаграме, в Фейсбуке, сколько стоит ваша картина, там, ваш портрет, там, я не знаю, ваш продукт какой-то, ювелирное изделие, и вы просто ему скажете, ну, вот столько-то, да, вы уже потеряли этого человека. Вот вы потеряли этого человека, реально вам говорю. Почему? Потому что вы ничем не отличились от своих конкурентов. И пока вы будете таким образом себя продавать, вы также не сможете продаваться на постоянной основе. Пока вы не возьмете телефон, имейл и какие-то контакты у этого человека, чтобы забить его в воронку, вы также будете продавать единично. Вы не сможете это масштабировать. Вы это понимаете? Кто понимает? Пишите единичку. То есть вы должны вот это, вот то, что сейчас вы видите на слайде, вы должны расписать. Во-первых, где, почему и как я хочу, сколько я хочу продавать. Какая моя аудитория, да, какие нужды. Вот аудитория может быть, например, такая. Человеку нужны, вот у него сейчас на данный момент какая-то проблема. Я сейчас беру совсем другой пример, специально не из арта беру, чтобы просто было более понятно, что ли. Человек пришел, у него какая-то проблема. У него, например, там, я не знаю, расстался, развод, я не знаю, что-то еще, да. У него конкретная ситуация, скажем так. И вас интересуют именно такие люди в такой ситуации. И вы должны, то есть информация, которая у вас должна быть на соцсетях, должна быть именно под таких людей, под такие ситуации их, да, то есть потому что у вас аудитория не просто все мужчины или там все женщины, да, 30-35 лет, вот как некоторые маркетологи расписывают, понимаете? А у вас конкретный маленький сегмент людей, у которых вот такая-то проблема. И то же самое касается ER, то же самое касается многих других областей. То есть если у вас, например, да, я сейчас опять же очень примерно говорю, потому что вы должны понимать, что у каждого есть свое. Даже у тех же художников, я 100 раз объясняла, все они индивидуальные, у каждого есть какая-то своя изюминка. И мы не можем всех подогнать под один и тот же клиент. Я поэтому и пытаюсь собрать всех людей в одном месте, потому что я понимаю, что чем больше людей, как бы разных, интересных брендов я соберу в одном месте, тем больше клиентов придет. И, возможно, тогда уже вот один клиент, который купил там ювелирку, может заказать себе портрет. Да? Опять же, вы видите, я в прошлый раз писала в группе, когда был клиент,
У клиентки был совсем какой-то специфический запрос на конкретный стиль работы, даже портрета. То есть вы должны понимать, что даже как бы потенциальный клиент, у каждого есть свой вкус, свое видение даже, да. То есть тут мы не можем сказать, кто и как и почему должен кому-то, вы не должны к кому-то подстраиваться. Вы это понимаете? Вы должны найти вот именно вашу изюминку, вашу фишечку и то, как вы это будете представлять. То есть, если вы решили, что, например, у меня там ювелирное изделие для молодежи, да, то есть я делаю какие-то такие, знаете, fancy по-английски называются, какие-то молодежные штучки, там, я не знаю, там какие-то заколочки, какие-то вот украшения, которые именно вот аудитория 20-25, да, и, соответственно, это, опять же, девушки молодые, да, это какое-то молодежное, это не очень дорогая бижутерия, потому что вряд ли они могут себе это позволить, да. Соответственно, вы должны таким же образом это все оформить на соцсетях. Вы должны таким же образом это привлечь людей. Но что самое главное, вот то, что я называю storytelling, тут есть несколько вариантов для того, чтобы привлечь клиента. Вы можете о себе написать, вот то, что я всем объясняю, что насколько это важно, storytelling. Вы можете рассказать, чисто просто рассказать от души о себе. Зачем вы это создали? Зачем? Что ваш продукт? Да, абсолютно, Алена. Не менять себя под клиентов. Вы должны понять, вот поверь мне, если ты придешь, начнешь подстраиваться под каждого клиента, ты никогда не заработаешь свое сообщество. Это во-первых. Во-вторых, люди будут к тебе приходить, вот как в самом начале ко мне, очень многие люди приходили и говорили: мы знаем, что ты маркетолог, но мы не знаем, что ты делаешь. Я извиняюсь, но да, видимо, у меня тоже самая проблема, потому что у меня как бы полный спектр услуг, да, и в какой-то момент люди путаются, не могут понять, а что вообще я делаю, да, то есть, ну, я как бы, да, делаю соцсети, делаю сайты, делаю, как бы, я понимаю очень много в SEO, я могу поднять бренд-сайт через поисковики, да, я могу очень много сделать. У меня есть люди-дизайнеры, у меня есть копирайтеры. Я могу вам платную рекламу построить. Вот недавно мы делали как раз для Михаила Хазина, очень-очень высокого уровня художник. Мы делали рекламу на наших соцсетях под его события в его доме. Но моя фишечка в чем? Я могу построить вам дорожку, то, что не каждый может. Вы можете найти СММщика, вы можете найти программиста, который вам сделает сайт, да? Вы можете найти там, я не знаю еще, вы можете отдельно себе нанять копирайтера. Вы можете очень много вот специалистов по маркетингу найти. Вы можете пойти по курс продаж, да? Но вот эту дорожечку, которую я вам могу построить для вашего бизнеса, мало кто понимает, потому что для этого нужно очень много опыта, нужно видение как бы со всех сторон бизнеса, да, как это вообще сформировать в одну кучу. И вот как бы и такие специфические компьютерные вещи, которые тоже не каждый знает, вот как вот это все построить, вот эту воронку продаж, например, да. То есть вот этого видения как бы целого и вот этого опыта мало у кого есть. Много людей заканчивают какие-то курсы, начинают что-то делать, один занимается дизайном, третий там SMM, следующий там сайт строит, но у них вот этого картинку им тяжело построить. Вы поэтому для себя должны понять, что делает вас уникальными. Расскажите чисто о себе. Давайте так. Задача следующая. Берите ручку. Лид-магнит для целевой аудитории. Я вам дала 3 вещи, которые очень хорошо, скажем так, читаются и принимаются в соцсетях. Персональная история, да, о себе. Вот я сейчас не говорю об автобиографии. Вот давайте с этого начнем. Я родилась-то там-то, там-то. Нет, нет. Мы говорим сейчас о том, какой вы человек, что делает вас уникальными, для чего вы создали этот продукт, да? Чем вы можете, вот возвращаемся к тем же вопросам в самом начале, чем вы можете помочь людям или чем вы отличаетесь от других.
Вот чем ваш продукт лучше других? Давайте с этого начнем. Да, то есть это может быть какой-то... Я сейчас не буду вам целую историю рассказывать, потому что для этого есть и курсы, да. Но как бы в целом вы должны понимать специфики своего продукта. То ли это для самых лучших друзей, то ли это для уникальной женщины, у которой индивидуальный стиль, и вы можете подогнать это под ее стиль, да. Есть такие люди, которые... Я, например, я не люблю ширпотреб покупать, я не люблю какие-то массовые бижутерии даже, да. Вы должны понимать, вот для чего вы создаете этот продукт, для чего и для кого. И самое главное, как вы поможете этому человеку, то есть какую нужду его вы закроете. То ли это нужда эстетики, да, то ли это нужда, давайте так, какая-то вот чисто физическая, то ли это, опять же, тут много разных вариантов, но есть и такие люди, которые чисто вот для понтов это делают, да, то есть для статуса. Вы должны понимать это очень хорошо. И когда вы это поймете, да, когда вы начнете привлекать людей к соцсетям, тогда уже, вот я вам написала тут ступенечки для воронки, сначала идут соцсети, да, потом, если у вас уже создан лендинг или какие-то свои личные соцсети, например, Telegram, группа в WhatsApp, там какие-то другие вещи, да, то есть вы можете, опять же, сейчас я вам объясню, не обязательно делать лендинг платно, не обязательно, я вам сейчас объясню даже, как сделать. На Canva, например, есть бесплатная опция. Опять же, это не самый прекрасный вариант, потому что там вы не можете построить свой домен, да? Не можете свое имя выбрать. Но это вариант для начала. Построить лендинг, который вы свяжете с соцсетями, и откуда вы, и где вы будете собирать этих людей, и будете осуществлять продажи с ваших вещей, да? Но вы каким-то образом должны потихоньку вот это все, вот эту базу данных, да, вот этих людей собрать в одну кучу, чтобы осуществлять продажи на постоянной основе. А для этого, опять я говорю, вы должны их как-то привлечь, заставить зарегистрироваться или каким-то образом собрать хотя бы их телефоны. Желательно, конечно, email, да, чтобы вы потом могли именно масштабироваться. И опять же, потому что люди... не, скажем так, не все сразу даже купят. Чтобы вы периодически напоминали о себе, чтобы вы периодически им давали какую-то информацию, которая, возможно, ну, сами подумайте, сегодня, например, мне не нужен браслет, а вот завтра я иду на день рождения. И если я тогда когда-то мне стал интересен ваш бренд, да, я зарегистрировалась там через ваши соцсети, я присутствую в вашей группе, там, например, в Телеграме, то в какой-то момент, когда у меня вдруг появятся лишние деньги, или я пойду на какой-то день рождения, я с удовольствием первым делом вспомню о вас, потому что вы у меня постоянно маячите в телефоне. Понимаете, о чем я? Давайте я хочу теперь рассказать немножко очень быстро про регистрации, зачем это нужно, как это связать с другими вещами, да? Потому что, поверьте мне, очень многие люди это подценивают. Но на самом деле это очень хороший, знаете, трамплин. Давайте так я его назову. Трамплин. Почему? Мало кто понимает, что такое SEO. Я специально написала SEO. Это оптимизация для поисковиков. Оптимизация для поисковиков. И все думают, почему мне это нафиг не нужно. Потому что я на самом деле, у меня нет большого бизнеса, у меня, ну, даже, ну, скажем так, у меня, собственно, сайта нет, да, или там вообще у меня нету как такового там магазинов, какого-то вот бренда, я, может быть, просто художник с одним именем, да. Зачем мне это? А вы же понимаете, что за счет чего какой-то бренд или какой-то художник становится известным? За счет того, что его имя маячит всюду. Да? То есть его имя можете увидеть на выставке, можете увидеть в музее, можете увидеть в интернете. А если, не дай боже, напишите имя в интернете, то выходит столько статей о нем, что вау! Понятно? То есть
Вы понимаете, что это одно, то есть это поднимает ваш бренд. И даже, то есть без разницы, то ли вы хотите начать с нуля, то ли вы хотите масштабировать и вырастить бренд, вам это нужно. И нет значения, то ли у вас есть свой сайт, то ли у вас есть свои соцсети. Вы должны откуда-то с чего-то начать. Вы должны свое присутствие. Сейчас все люди присутствуют в интернете. И вы не можете всю жизнь рассчитывать, что окей, сегодня вы пойдете на какую-то выставку, на какой-то маркет, да? Сегодня вы успеете что-то продать. Но то ли вы успеете во время этого маркета, например, где-то взять контакт человека, клиента, то ли не успеете. А вы же должны как-то создать свое сообщество, вы же должны как-то привлечь клиентов на постоянной основе, вы же не хотите всю жизнь платить за маркеты. У меня есть люди, которые раскрутились через интернет до такой степени, что они уже на выставки не ходят. Они просто встречают своих клиентов через интернет и продаются на регулярной основе. И таких немало примеров, поверьте мне. И даже те же галереи, и даже те же музеи, которые привлекают художников с именем, даже те же аукционы в интернете, они все базированы на том, что у человека есть определенное имя уже создано. И имя не только, опять же, хорошо, если вы как-то успели через какую-то галерею участвовать или через музей, и вас порекламировали, и сделали вам огромный пиар, и это все в интернете. Но если этого нет, вы должны это сделать сами. А другой плюс – это то, что вы тем временем также можете себя и продавать на этих же сайтах. Да? То есть я написала несколько сайтов больших галерей, которые я подбираю специально вот в проекте. То, что мы делаем, это одна из вещей. То есть мы подбираем конкретные сайты, мы проверяем их по уровню в Гугле и по продажам, и мы делаем регистрации для своих людей на этих сайтах. В том числе мы делаем и на Etsy, и на eBay, и на Amazon. На Story мы еще пока не начали, но я думаю, что там тоже стоит. Что еще мы делаем? Мы также помогаем вам построить сторителлинг. У нас есть копирайтеры, крутые девочки, которые такое вам напишут, такое вам придумают, что потом люди просто будут толпами приходить к вам через соцсети. Не говоря уже о том, что если вы откроете у нас на ютубе рассказы людей, это такой крутой пиар, такой крутой брендинг, даже чисто о себе рассказать в видео. Есть люди, которые не умеют рассказывать о себе, есть люди, которым тяжело, они не могут писать статьи, им это все тяжело сделать. С нашей помощью мы это делаем. Мы можем то есть я подготавливаю вам список с вопросами, и вы потихонечку, то есть в разговоре со мной, да, я могу также вести интервью. Вы рассказываете о себе таким хорошим способом, что потом все говорят: вау! Посмотрите на ютубе, посмотрите несколько художников, которые о себе рассказывали на нашем ютубе. Я потом поставлю ссылочку на YouTube, и там в описании будут все ссылочки и на презентацию на эту, и на все остальное. Я сейчас не буду очень сильно все рекламировать, потому что кому что интересно, он просто обратится, да, к нам. Я про NFT сейчас тоже расскажу. Я хотела рассказать про выставки и хотела спросить: Элла здесь у нас? Эллочка, ты здесь или нет? Она второй раз не подключилась. Не успела, наверное. И тоже Анита тоже, я вижу, что подсохла. Жаль, конечно. Я хотела, чтобы они конкретно про выставки рассказали. Сейчас. Окей. У меня такой вопрос. По выставкам есть желающие рассказывать мне? Да или нет? Пишите «да». Да, хорошо.
У нас недавно появилась такая возможность целой. Мы связались, это получилось, кстати, после выставки, которая у нас была, вот кто присутствовал в Яфу, у нас была международная выставка с NFT. Там была выставка, на которой мы сделали, то есть у нас была коллаборация, ну, я как компьютерный человек, у меня много разных компаний, которые в сфере вот компьютерных вещей. И у нас была коллаборация с одной компанией, у которой очень интересная аппликация, которая позволяет подвязать как бы картину через специальные чипы, подвязать картину к ее NFT вариант. И для этого, сейчас я потом вернусь на выставке, я только хочу про это рассказать. И на этой выставке у нас картины реально могли купиться оригиналы, плюс вот как бы вот телефоном вот так ставишь через чип и можешь купить ее дигитальное изображение через самые большие платформы, NFT-платформы. Что такое NFT? На самом деле это просто дигитальное изображение. Но к нему создан ключ. К нему создан ключ, электронный кошелек. И это самое главное, потому что через криптовалюту таким образом ты можешь купить эту картину, но на ключике будет регистрировано твое имя. И кроме тебя никто больше не может это скачать или использовать. Почему это важно? Потому что вы сами знаете, что если просто поставить какие-то, я не знаю, картинки в интернете, там непонятно, кто их будет пользовать. И за это вам никто, скорее всего, не заплатит. А когда подвязан ключик к дигитальному изображению, вы на постоянной основе будете постоянно получать денежку даже после того, как первый раз продали картину. Это во-первых. Во-вторых, то есть у нас проект также создает вот эти NFT для людей, которые не могут это сделать сами. И, соответственно, те, кто обращается к нам для такой услуги, они на автомате участвуют во всех наших проектах. У нас есть много разных коллабораций. И недавно, например, вот то, что я здесь показываю, у нас недавно, например, была коллаборация с Gate.io. Это очень большая криптовалютная платформа. Они нас бесплатно рекламировали вот в течение нескольких месяцев. Вот сколько там было, не помню, Алена, месяцев 5, наверное, было, или 4, где-то так, да. Каждого человека, который участвовал у нас в этом проекте, индивидуально рекламировали. И на базе этого продались несколько работ. Как вот за довольно хорошие деньги. То есть это помимо того, что их реальные картины и вещи остались у них. То есть они продали только дигитальное изображение этих вещей. То есть это дополнительная опция продажи, которая вам как бы дают только определенные платформы. Даже не на каждой платформе есть возможность ставить арт как бы вещи. Вот это по NFT. Я не буду очень подробно останавливаться, потому что мы и так уже просрочили 1 час. Поэтому у меня просто просьба, кому что-то интересное, конкретное, можете всегда обращаться в личку, задавать вопросы, или даже можем назначить какую-то консультацию, как бы. Я всегда в распоряжении. Я не могу все сразу объяснить, поэтому я хочу как бы каждому уделить немножко время в конце, поэтому я пытаюсь быстренько бежать по информации, чтобы было более понятно. Я хотела еще спросить, по воронке есть вопросы? Или более-менее понятно? Более-менее понятно? Если уже такие более специфические вопросы, можем это отдельно обсудить, опять, как я сказала, то есть для этого можем и консультацию сделать, потому что в одном, как бы, быстром не очень, как бы, все можно понять. Окей. Я так понимаю, что Элла занята, но Алена вроде здесь, другая Алена, не Алена, а Алена. Алена, ты здесь? Ты сможешь потом по выставкам тоже рассказать? Я ее не вижу, вот вторую Алену. Хорошо, я расскажу то, что я начала с той выставки, которая была в Яфу. У нас эта выставка была международная. Она, во-первых, была с NFT, а во-вторых, она была с большой организацией художников из Марокко.
которые участвовали на нашей выставке. За счет этого теперь у нас есть несколько коллабораций с разными галереями, и в том числе с вот этой организацией, которая в Марокко. Они также делают международные выставки. И за счет вот этой коллаборации, которую мы с ними осуществили, у нас теперь есть возможность по очень хорошей цене, как бы довольно низкой вот, по сравнению с большинством кураторами, вот, которые я очень многих проверяла, поверьте мне. То есть я знаю практически всех, кто делает выставки по Израилю, в разных странах тоже. Да, то есть у нас, я могу сказать, самые хорошие цены и самый большой выбор, да, выставок. За счет этого, как бы, опять же, то есть я хочу сказать, что я не буду конкретно останавливаться на каждой выставке на данный момент. Вы можете вот этот список увидите на Инстаграме. Если Анита успела подключиться, она не успела зайти, мне кажется. Она может рассказать, насколько это важно. Я хотела, чтобы вы поняли. Потому что мы не говорим сейчас о том, что важно появляться на выставках. Да? То есть это каждый понимает, я надеюсь. Да? Если кто-то не понимает, напишите мне, я объясню почему. Но это, во-первых, огромнейший пиар. Огромнейший. То есть вы должны понять, что, во-первых, сама галерея вас рекламирует. Во-вторых, мы нанимаем пиарщиков, мы вас рекламируем. Да? И обычно мы не рекламируем только свою выставку, вот как некоторые кураторы. Мы пишем всегда всех участников, и мы обычно даем также ссылки на них. То есть это получается вклад именно в ваши потом соцсети, в ваши сайты, в ваш бренд. Да? Это вы должны понимать. И, кстати, я вам советую это то же самое спрашивать без разницы. То есть вы не обязаны только с нами присутствовать на выставках. Но вы должны это спрашивать у всех кураторов, организаторов любых маркетов. То есть они, когда рекламируют свою выставку, они должны указывать даже не просто имена участников. Они должны указывать ссылочки на них. И это очень-очень важно. И не просто ссылочки на них там с каким-то именем или даже на какой-то Facebook, а лучше всего, чтобы это было на вашу личную страничку. Потому что вы должны понимать, что это все касается оптимизации. И это все касается того, что вы в какой-то момент забудете даже об этом пиаре, но он будет продолжать работать на вас. Потому что когда вы построите свой сайт, когда вы раскрутите уже свои соцсети и вы уже построите свой магазин, да, соответственно, вы потом все равно будут эти люди приходить туда напрямую, и вам не придется постоянно участвовать на маркетах. Да? Это одно. Второе, то, что я хотела рассказать, что на большинство из этих выставок вы можете участвовать, если просто будете присутствовать в группе в WhatsApp. Периодически мы будем ставить информацию. Под каждую выставку мы даем обычно срок до какого момента нужно заплатить выставку. И, соответственно, вот как вы видите, есть возможность для персональной выставки, есть возможность для групповой. Когда есть больше участников, мы просто разделяем как бы на две части период. Например, если у нас там галерея забронирована на 1 месяц, мы ее разделяем на 2. И половину времени, например, 2 недели мы делаем групповую выставку для тех, кто, скажем так, не может себе позволить большие цены. И обычно там цена идет на картину или на какую-то работу, да, которую они посылают уже на саму выставку. А персональная выставка, соответственно, цена немножко другая идет. И там желательно присутствовать самому. Это очень важно, потому что встречать клиентов и оттачивать умение продавать также. А во-вторых, мы для тех, кто участвует в индивидуальных выставках, мы также организуем, ну вы сами понимаете, то есть вы поехали, например, в Берлин, вы же не поедете только на выставку, вы же хотите тоже посмотреть Берлин, я права? То есть мы для вас можем также, у нас есть коллаборация с турагентством, мы также можем для вас все организовать, от билетов до отеля, до экскурсии и каким-то другим вещам. В том числе, как бы и я, и Ела, я много жила за границей, много путешествовала. Большинство из этих мест я лично знаю людей, я даже знаю локации, я знаю, как бы, сейчас по-русски как seasides, кто подскажет,
ну, туристические места, аттракции, да, то есть интересные места. И, соответственно, мы можем это все для вас организовать. Поэтому я просто предлагаю, если конкретно вот под выставку есть какие-то вопросы, я сейчас хочу пару слов буквально, потому что Анита не смогла второй раз зайти, это жена Михаила Хазина. Это человек, я вам сказала, очень высокого уровня, как бы у нас много таких, но он один из довольно активных, который за счет того, что его рекламировали из музея, как бы он выходит из России, за счет того, что его рекламировали из музея Санкт-Петербурга, и его работы присутствовали на очень много международных выставок, как бы это от самого музея было организовано. Если вы пробьете его имя в интернете, вы увидите столько пиара, что вам просто станет плохо. За счет этого, как бы, у него до сих пор его знают, его приглашают, ему постоянно, как бы, даже вот за счет того, что где-то в каком-то музее или в какой-то галерее увидели его работы, за счет этого к нему продолжают приходить клиенты и продолжают. Единственная проблема у него в том, что вот я пыталась им это тоже объяснить, что у них даже есть своя страничка в сайте, в интернете, то есть, да, я немножко запуталась, но они ее недостаточно часто актуализируют. В последний раз у них даже более ошибочные телефоны, и люди даже если хотят, не могут его найти. То есть это очень-очень важно. Вы должны понимать, что вы потихонечку должны к этому прийти. Вы должны это строить потихонечку. И я опять, то есть я сейчас хочу вернуться к сайтам, чтобы вам рассказать кое-что. Так, здесь. Я хочу вам сказать, что есть очень много вариантов сайтов. Не обязательно все платить. Вот, например, Tilda, Shopify. Есть очень много таких, да, вариантов, которые берут помесячно, чтобы вам сделать сайт, как бы там как бы обычные такие основные вещи. Очень легко построить самому сайт, но там надо платить на регулярной основе, да, это одно. И там проблема в том, что, например, если вдруг этот сайт, скажем так, по какой-то причине, вдруг у них там срыв какой-то, или вы решили отказаться, перейти на какой-то более новый, более нормальный вариант, или как-то сэкономить на... Вы должны понимать, что они сразу закроют ваш сайт, у вас сайта не будет. Так что заранее подумайте, насколько вы хотите. То же самое и Canva. Да? Canva вообще бесплатно. То есть вы там даже можете построить электронную коммерцию, свою страничку, даже с оплатой, с привязкой к карточкам. И это не только один из вариантов. Да? То есть есть много таких мест, где это можно сделать. Но при бесплатном варианте вы также, то есть ваше имя, например, там будет, я не знаю, я сейчас чисто грубый пример даю, например, bellaart.canva, да, это практически не поднимаемо в поисковиках. Вы должны понимать, что это практически действительно очень трудно сделать оптимизацию или раскрутить этот сайт. И он будет раскручивать Canva, он не будет раскручивать вас. Понимаете, то же самое и с Tilda, и с Shopify. Как бы Shopify очень хорошо продает. Я слышала, что там, если вложить немножко как бы в рекламу, там действительно у них как бы очень много, скажем так, приемов и очень много вещей, за счет которых действительно работает хорошо магазин. Но, опять же, то есть, если вы хотите масштабироваться, если вы хотите прийти к тому, что вы ни от кого, ни от чего не будете зависеть, а люди будут напрямую приходить к тебе. Вы должны сделать так, чтобы вот эти все сайты, да, вот эти все соцсети, вот это все, что вы делаете, создаете, оно приводило напрямую к вам. На ваш WhatsApp, на ваш телефон, на ваш сайт, где будет собираться база данных клиентов, с их имейлами, с их телефонами. Понимаете? То есть это должна быть конечная цель. И поверьте мне, не так дорого создать один лендинг-пейдж, например, на том же WordPress, да, то есть это одна из возможностей, и то дешевых. Не так сложно и не так дорого платить за хостинг. Я сейчас вам не говорю искать израильских компаний, которые предлагают вам через них подписываться, покупать хостинг. Нет, вы можете это сделать сами. Понимаете? И хостинг там стоит где-то, я не знаю, от $5 в месяц.
а имя ваше стоит где-то вот $10 в год, чтобы иметь собственный сайт. То есть вы один раз создаете, это остается вам на всю жизнь. Конечно, это нужно раскручивать. То есть я не говорю, что он сам по себе вот так поднимется в интернет, да? Но если вы будете потихонечку строить вот это все, то есть вы сначала, например, где-то зарегистрировались на каких-то галереях, на каких-то соцсетях, и потихонечку это все идет к вашему сайту или к вашим каким-то соцсетям там, то вы в какой-то момент будете уже на автомате, а поверьте мне, под свой сайт уже намного легче построить ту же воронку. Да? То есть там уже абсолютно все можете поставить на этой страничке. Ну, видимо, только с моих слов сегодня будет. Надо. Кстати, на нашем канале есть видео Хазина. Можете тоже посмотреть, как бы там есть очень много и других участников, да, которые у нас в группе. Но в основном, как бы, вот есть очень много людей, вот, которые на очень высоком уровне. Хазин, он раскрутился, я вам сказала, за счет музея вот в Питере, который его посылал на очень многие международные выставки. За счет этого у него создался очень крутой пиар, и он очень резко как бы поднял свой уровень. У нас есть человек, которого зовут Рафи Перес, который сам себя раскручивал как раз вот теми способами через оптимизацию, через SEO, о которых я вам говорила. То есть он в основном себя раскручивал через платформы, через разные соцсети, в том числе вот как Pinterest, как вот как бы, но он в основном для американских платформ старался, но тоже и как бы на иврите, вот если напишите его имя, или даже просто напишите наивное искусство вот на иврите в гугле, да вы просто не представляете, о каком множестве информации, то есть вы вообще найдете, да, о нем. И вот он за счет этого продается на регулярной основе, как бы постоянно. Каждый месяц у него регулярные клиенты, и не только регулярные клиенты, хотя у него даже собственного сайта нет. Как бы, конечно, было бы лучше, если бы у него был бы свой сайт, потому что таким образом можно было бы посылать напоминалки, даже по тому же имейлу или по WhatsApp можно было бы посылать напоминалки, когда у него новые работы своим клиентам или новые продукты. Да? Давайте так, я открываю чат, я думаю, что мы слишком длинный зум сделали, поэтому я предлагаю уже заканчивать. И у меня такой вопрос. Если сейчас конкретный вопрос есть, подключайтесь и спрашивайте. Давайте вопрос-ответ. Я жду. Если нет вопроса, я просто закончу зум. Девочки, поактивнее. Я видела там очень много вопросов по рекламе, по клиентам. Реклама по платной рекламе была. Юля? Ты можешь голосовой уже. Голосовой подключайся, мы закончили с презентацией, я жду как бы вопросы, да, конкретные. Объясни, в чем проблема по платной рекламе. Я буду отвечать. Можешь включить голос или не можешь разговаривать? Я не понимаю, ты пишешь, а не... чтобы время не шло. По платной рекламе. Хорошо, давай я так расскажу, как бы я не совсем понимаю вопрос, потому что вопрос довольно общий, да. Платная реклама обычно касается настроек в соцсетях. И когда мы делаем платную рекламу, самая главная вещь, чтобы не сливалась, да, чтобы не сливался бюджет, это чтобы реклама была оформлена достаточно, скажем так, понятно, что человеку нужно сделать, что или хотя бы приблизительно сколько ему будет это стоить, или если вы не хотите указывать цены, чтобы как-то было понятно для какого уровня потребителя. Потому что, поверьте мне, очень многие люди не отвечают на рекламу, потому что если реклама слишком навороченно написана, они начинают сомневаться, что это будет очень дорого, например, да, что это им не по карману. Кроме всего, самая главная вещь в рекламе. Вы должны понимать, что вы не сможете сразу через рекламу продать весь ваш спектр услуг. И это ни к чему. То
То есть вы должны выбрать один продукт или услугу, по возможности самый дешевый из вашего, вот я сейчас, секундочку, хочу вернуться на том слайде, где вот видите, здесь я вам ставила линейка, упаковка продуктов. У вас же тут несколько продуктов, у вас же несколько этих вещей, которые вы предлагаете, или услуг, да, которые вы предлагаете клиенту. Это даже без разницы, то есть даже если это ювелир или это художник, да, вы же не предлагаете там один портрет или одно какое-то изделие, да, то есть я опять не говорю, что вы, если у вас там 20 брошек, вы должны их разделить на 20 продуктов. Я говорю именно по ассортименту. Например, вот это у вас, скажем так, целевая аудитория, вот брошки для среднего возраста женщин, да, вот это уже золото там для каких-то вот более таких статусных особ, да, вот это вот молодежная линейка, понимаете, то есть я сейчас говорю именно о линейках, я не говорю об одном продукте, да, это одно. И сформируем вот эту линейку в зависимости от целевой аудитории. То есть нам важно понимать, опять же, нужды и особенности аудитории. С какого начинать? С фотографа, стилиста на Facebook и на Instagram. Мы сейчас говорим об арт или о какой сфере, Юлия? Мне очень важно понимать, я опять говорю, я не ширпотреб, и я не предлагаю всем под одним знаменателем участвовать на всех соцсетях. Да? То есть вы не можете рекламировать на, я не знаю, на ТикТоке зубные услуги. Да? Может и можете, но это вряд ли будет приятно и вряд ли приведет очень много клиентов, например. Не говоря уже там о налоговой инспекции или каких-то других услуг. Да? То есть для каждой сферы деятельности есть своя аудитория. И нам важно понять вот вашу. То есть если это арт, то да, есть такая, опять же, тут даже арт есть значение. Если у вас, например, давай так, если, сейчас пример просто даю, потому что я не знаю даже о чем речь. Если, например, картина вот архитектурного стиля, или что-то такое более подходящего для интерьерного дизайна, да, то есть это уже, давайте так, определяем, что ваша аудитория это, скорее всего, архитекторы, дизайнеры, стилисты, да, как бы тот, кто занимается вот обустроением дома. Это также могут быть, например, какие-то отели, да, потому что они тоже как бы у себя ставят такие вещи, да. То есть в таком случае, скорее всего, ваша аудитория будет находиться на Фейсбуке, потому что это немножко, как бы, на Инстаграме чуть-чуть более молодая аудитория, на Фейсбуке чуть-чуть более такая серьезная, там люди по группам, по интересам, да, формируются, и, соответственно, там можно побольше даже написать о себе, о своем продукте и так далее. Если это ваша аудитория немножко более молодежная, то да, Инстаграм более подходящий, возможно, даже и ТикТок. Особенно если вы там, например, какие-то анимашки, такие картинки у вас, да, если у вас типа анимационный арт, или если это иллюстрации там какие-то, да, тоже тогда вам вообще перфектно подходит и NFT платформы, понимаете? То есть вы должны понимать, что тут очень сильно от этого зависит, вот, чтобы понять канал продаж. Это одно. Во-вторых, я вам не говорю, что вам сразу нужны стилисты и фотографы. То есть вы можете также сделать качественные фотографии. Сейчас очень хорошие смартфоны, да. То есть вы спокойно можете сами это сделать. Опять же, тут важно понимать и оформить красиво, доступно ваши соцсети. То есть если это вы делаете на Инстаграме, конечно, тут визуальная часть самое главное. Если вы это делаете на Фейсбуке, то, пожалуйста, обратите больше внимания на копирайтинг и на то, как вы написали посты, потому что это больше привлекает аудиторию. Аудитория больше читает, чем смотрит картинки, да. Но как бы в целом и то довольно важно общее представление о вас. То есть мы не можем, если у вас прекрасная картинка, у вас там, я не знаю, какая-то белиберда написана в посте, или вы просто там каждый день себя рекламируете, типа, ой, приходите, у меня тут вот такой-то арт. Ну, окей, хорошо. Или у меня самые-самые хорошие услуги. Ну,
Понимаете? То есть тут должна быть стратегия именно как себя представить. То есть тут вот идем к этому вот, что я здесь, наверное, написала. То есть персональный сторителлинг, да, хорошо работает, вот тоже я вам сказала, видео, истории. Вы сейчас знаете, Reels, видео на Instagram, на ТикТоке, даже на Ютубе. Сейчас это самое-самое, которое набирает очень много просмотров. И если хорошо сделано видео, это просто может вас кинуть вот буквально за несколько дней, привести очень много людей. Если это грамотно сделано, и текст, и так далее. То же самое касается и вот про продукты. Если вы хорошо распишете, даже не обязательно просто писать о своем продукте, вот у меня самый-самый такой-то, такой-то. Напишите, для чего? Для чего вы это сделали? Вот что вы нашли в этом, почему вы захотели, да? Вот я, например, сделала это сообщество, потому что я хотела помогать людям. Я хотела помочь творческим людям себя раскручивать. Я хотела им объяснить то, чего им не рассказывают на большинство курсов, за которые они тратят кучу денег, я не говорю уже о времени, да. И я хотела как-то сэкономить это их время, я хотела им помочь построить вот это, как бы моя цель вообще как маркетолог, это помочь людям вот разобраться. Вот, если вы посмотрите мои там рекомендации, в основном то, что мне люди пишут, это то, что ой, все стало по полочкам, все понятно, теперь знаем, что делать. Как бы это моя цель, да, потому что, ну, дизайн, да, я тоже могу сделать, я могу вас вообще, то есть с нуля, я могу все услуги вам предложить, и я могу полностью управлять вашим проектом, я знаю, что я его выведу на очень большой результат. Но я знаю также, что не каждый может с самого нуля позволить платить маркетологу. Поэтому, как бы, одна консультация не настолько дорого, чтобы стало все по полочкам, да. Есть другие вопросы? По выставкам, я не знаю, по регистрациям, по оптимизациям, по что у нас там было еще в начале, сейчас секундочку вернусь. Вот здесь, вот в каких соцсетях себя рекламировать. Patreon, кстати, очень крутая штука, на самом деле очень, как бы, она намного более известна, что ли, вот за границей, чем у нас. Но вы должны понимать, что это платформа с очень высоким уровнем в поисковиках. Так же, как Википедия. Вот, например, Рафи Перец поставил себе статью на Википедию, за счет чего он как бы очень сильно поднял свой бренд. И очень сильно начало выскакивать его имя через поисковики. И вот что самое главное, то есть вы должны, это очень такой шорткат по-английски называется, то есть это короткий путь, через который вы также можете раскрутить свой бренд. И это все у нас предлагается. То есть я в том числе, как маркетолог, я могу вам также настроить, поставить и платную рекламу, потому что у меня очень много опыта в этом. Я это делаю для наших людей. Опять же, то есть есть вещи, которые мы делаем вот в рамках сообщества, да, которые там, например, вот регистрации на арт-галереях вы можете заказать за какой-то минимум вообще, то есть 500 шекелей в год, и вы получаете регистрацию на 10 больших платформах, где на постоянной основе, то есть мы сами следим, если у вас есть продажи. И, соответственно, если есть продажи, мы просто вам говорим, и вы уже отправляете человеку. То же самое касается создания NFT. Но кроме этого, как бы мы очень много, вот как у меня свое маркетинговое агентство, я также очень много, во многом могу помочь построить. Я могу помочь вам построить воронки, я могу помочь вам построить соцсети и все остальное, как бы. И у нас есть очень хорошие люди, которые работают в арт-проекте на нормальных ценах. Да, у нас есть девочки-копирайтеры, у нас есть девочки-художницы, дизайнеры, у нас есть девочки-художницы, которые там помогают построить тут же NFT, да, понимаете? И то же самое, вот сейчас вы, наверное, увидели в Zoom, что я также участвую в очень многих бизнес-группах, которые я периодически также рекламирую и вас, и ваши видео, ваши работы, наши соцсети, и в том числе я могу вас туда тоже подсоединить, чтобы вы общались с более большим количеством клиентов.
Окей, если нет вопросов, я предлагаю заканчивать Zoom, потому что мне немножко вот так скучновато говорить самой. Я не вижу смысла, мы и так уже довольно долго, уже более часа продлили все. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня присутствовал, кто был активным, задавал вопросы. Я надеюсь, что я чем-то помогла. И не чем-то, а я в вашем распоряжении за более, ну, как бы, если у вас больше вопросов, в том числе я всегда в распоряжении, если нужна консультация или какие-либо услуги. И хочу вам сказать спасибо тоже, что вы были активными. На этом все. Хорошего дня. Пока-пока.